Всем привет! Меня зовут Саша, на этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Сегодня расскажу, как запечь максимально нежное куриное филе и покажу один из вкуснейших вариантов для его начинки. В итоге филе получится необыкновенно нежным, незабываемо вкусным, с большим количеством белка. Блюдо прекрасно подойдет для полезного обеда или ужина, с гарниром или без, а также при должном украшении и для праздничного стола. В общем, давайте начнем готовить. Уже предварительно промыла мясо под проточной водой. Для фаршировки оставляю только большое филе, малое нижнее филе удалю и использую его в другом блюде. Вы можете оставить для фаршировки все филе полностью, это дело вкуса. Теперь срезаю с куриного филе все лишнее в виде жира, прожилок, остатков костей, кровавых подтеков. По возможности снимаю вот эти фасциальные пленки. Затем разрезаю каждое филе на две части. Вы можете этого не делать и фаршировать филе как обычно, полностью, а не кусочками, как я. Самый простой и доступный секрет приготовления нежного мяса – это его замачивание в соляном растворе. Для приготовления раствора берем 500 мл воды, добавляем туда 1 столовую ложку соли, перемешиваем соль до растворения и замачиваем в жидкости подготовленные части куриного филе. Затем отправляем мясо в холодильник на 2-3 часа. Если позволяет время, можете даже оставить на ночь. За это время соль начнет вытягивать из мяса жидкость, что сделает ткани максимально нежными, даже если мясо было предварительно заморожено. Если же у вас нет времени, можете не замачивать мясо, получится не так нежно, но тоже вкусно. Теперь сделаем начинку для фаршировки и соус для смазывания. Для соуса к сметане добавлю пол чайной ложки горчицы. Горчицу, особенно в таких количествах, можете не бояться добавлять, так как после тепловой обработки она потеряет свою значительную остроту, но останется небольшое и интересное послевкусие. Далее немного посолим, добавим сухой чеснок по вкусу и перемешаем все до однородности. Натираем сыр, я натерла на средней терке. Творог тщательно приминаем вилкой, примерно до вот такого кремообразного состояния. Можно, конечно, и блендером, но это будет не очень удобно для такого небольшого количества творога. К творогу добавляем сыр, немного соли, сухой чеснок по вкусу, где-то половину от приготовленного сметанного соуса, зелень по вкусу, у меня немного свежего укропа. Все тщательно перемешиваем. Получилась вот такая начинка для фаршировки. У меня прошло 2 часа после замачивания мяса. Достаю его из водно-соляного раствора, по возможности просушиваю филе бумажными полотенцами. Сразу же ставлю духовку разогреваться до 180 градусов. Можете нарезать филе вот так, сделав боковой надрез. Раскрыть его как книжку и зафаршировать. Я же сегодня сделаю вот такие верхние несквозные разрезы в каждом кусочке филе. Далее руками формирую вот такие кармашки для начинки. Вот что получилось. Теперь немного посолим, поперчим, добавим остатки соуса и руками разотрем все это по каждому кусочку. Затем перекладываем филе в форму, либо на противень, застеленный фольгой. Теперь заполняем мясные кармашки начинкой. Вот что у меня получилось. Накрываем форму фольгой и отправляем разогретую до 180 градусов в духовку. Через 15-20 минут снимаем фольгу и запекаем курицу до готовности в среднем еще 15-20 минут. По готовности достаем блюдо из духовки. У меня общее время запекания составило около 35 минут. Перекладываем на тарелки, украшаем и подаем к столу. Вот что получилось. Сейчас покажу, как филе выглядит в разрезе. Смотрите, какое оно нежное, сочное, невероятно пахнет зеленью с нотками чеснока. К тому же это блюдо сытное, полезное и для своего вкуса готовится очень просто. Очень люблю этот рецепт именно с таким вариантом начинки, надеюсь, вам тоже он понравится. А если будете готовить, обязательно делитесь впечатлениями. Буду благодарна за обратную связь. Желаю всем приятного аппетита, здоровья и красоты. До встречи в новых вкусных видео.